Всем привет, друзья! В Украине достаточно немало заброшенных недостроенных поселений и сел, среди которых встречаются весьма интересные места. Есть такие уголки и в Харьковской области, например, атомный город Борки, строительство которого прекратилось еще до развала СССР. Это место привлекает десятки желающих поглазеть на остатки населенного пункта, которому пророчили совсем другую судьбу, одного из самых перспективных городов Харьковской области. Сейчас это место городом трудно назвать, потому что здесь почти ничего не осталось. А тогда городок должен был стать аналогом Припяти. Планировалось, что Борки станут развивающимся промышленным городом, который будет обеспечивать электроэнергией полстраны. Два энергоблока с реактором номинальной мощностью 1000 мегаватт должны были вырабатывать электроэнергию, а также снабжать теплом Харьков, что предусматривалось генеральным планом развития Харькова от 1986 года. Вот в работу нескольких мощных атомных теплоэлектростанций в европейской части СССР, в число которых входила и Харьковская АТЭЦ, планировался для замещения дорогостоящей доставки угля из Донбасса и Сибири для традиционных теплоэлектростанций. Однако эти планы столкнулись со множеством трудностей. В первую очередь с нехваткой материальных ресурсов и слабой организацией работ. Совет министров на то время Украинской ССР даже постановил направить 200 жителей Харьковской области на строительство. В составлении проекта станции принимали участие сотрудники Львовского, Киевского, Ереванского, Свердловского, Горьковского филиалов Атомэлектропроекта. Проектом предусматривалась возможность дальнейшего расширения станции до 4 энергоблоков. Возведение основных сооружений Харьковской атомной теплоэлектростанции планировалось начать в 1988 году. До этого момента велись лишь подготовительные работы. Между тем началось строительство поселка Энергетиков. Его строили как будущий аналог Припяти. Были построены первый жилой дом в 9 этажей и общежитие. Построен стройучасток, развернуты столовая, склады, узел связи, контора управления. По селу укрепляли и строили мосты, укладывали бетонные дороги. Электричества не хватало, и много работы делали вручную в чистом поле. При возведении общежития даже погиб сварщик. Сорвался вместе с плитой с высоты 6-го этажа. Зимой поля заметало снегом, и на работу рабочие добирались к обеду, пока бульдозер не расчистит дорогу. Материалы привозили со всего Союза и из-за рубежа. В частности, из ГДР привозили быстро возводимые домики для строителей. А к месту строительства начали прокладывать железнодорожную ветку. От Змеевской ГЭС начали прокладывать высоковольтную ЛЭП для обеспечения стройки электроэнергии. Здесь получали хорошую зарплату и скупали у местных дома и участки под дачи. Когда стройка остановилась, многие так и остались здесь жить. Однако авария на Чернобыльской АЭС внесла свои коррективы в перспективу развития Борок. После ЧП было принято решение о запрете на строительство атомных электростанций ближе, чем в 30 километров от любого города. А Борки расположены на расстоянии 26 километров от Харькова. И станцию постигла участь многих АЭС бывшего СССР. Проект был отменен, а стройплощадка заброшена. Когда стало ясно, что стройку не будут возобновлять, 9-этажный дом был подготовлен к консервации. Крышу дополнительно укрыли рубероидом. Уже были установлены двери и окна. В доме частично была проложена проводка. И вот, чтобы все это не растащили, в первом подъезде еще долгое время дежурил сторож. Еще во время стройки в сосновом лесу, что рядом, строители зимой развели костер, чтобы погреться. И в земле сдетонировал боеприпас. Пострадал местный житель, который в тот момент находился недалеко. При строительстве очистных сооружений в котлован начали бить родники.
и с трудом хватало 4 огромных насосов, чтобы откачивать воду. А еще зимой иногда приходилось взрывать породу. Настолько промерзала земля, что экскаваторами ее было не разрыть. В то время многие местные жители были рады, что отменили строительство этой атомной станции. Жалко только трудостроителей этого недостроенного жилья. С тех пор город стоит покинутый. Сначала здесь было 3 многоэтажки, а сейчас почти все разобрали. Не завершено строительство и инфраструктуры. Садик, очистные сооружения. Сам по себе недостроенный город не представляет ценности, так как электростанция и не была построена, а предприятий здесь нет. Проект заморозили, а в новые дома так и никого не заселили. Все самое ценное в них разграбили, а мертвые скелеты многоэтажек застыли на десятилетия в заросшем бурьяном поле, пугая проезжающих мимо людей пустыми проемами окон. В наши дни стали разбирать на стройматериалы и сами коробки зданий. Разобрали больше половины, и красивых пейзажей, открывающихся с крыш этих домов, скоро не останется. Имя тогда будущий город позаимствовал у поселка Борки, который находится поблизости от места строительства многоэтажек. Кстати, заброшенный город считается патогенной зоной. Еще до строительства на месте города атомщиков произошло странное событие. Считается, что около 150 лет назад сюда упал метеорит. Образовалась огромная воронка, где впоследствии возникло озеро. Ученые, исследующие это событие, сообщили, что кратер от падения небесного тела был ярко-красный. Да и само озеро было немного красного цвета. Дно озера уже изрядно покрылось илом и растительностью. Однако ближе к берегу иногда можно увидеть слабый тусклый свет, а в коридорах заброшенных зданий бывает появляется странный гул, так гласит легенда. Пользуясь случаем, хочу посоветовать зрителям канала посмотреть очень интересное видео про часовню нерукотворного Спаса. Проще говоря, Спасов скит, появление которого произошло в результате катастрофы императорского железнодорожного состава. Видео можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику, который сейчас смотрите. Я благодарю всех зрителей за просмотр этого видеоролика. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. С вами был Алекс Моторный.